Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро буквально ворвутся в вашу жизнь и с чем это будет связано, что идет на ваш порог. Именно о событиях нам расскажут карты пасьянса. Но я хочу сказать, что это время поиска новых смыслов, новых направлений. И берем с вами период окончания июня и первые 2 недели июля. К чему приведут потом нас эти события, может быть, до конца июля тоже достанем такую карту. Я же должна сказать, что планета Плутон ушла уже давно в ретроград и останется там до середины октября. Но это время еще, когда у нас в конце июня уходит и Меркурий в ретро-движение, и это те вопросы, которые с приставкой передумать, переделать, пересмотреть, реорганизовать что-то. Вот будьте к этому готовы. Хирон, планета какого-то прежнего сценария и священной раны символ, переходит в знак Тельца. Ненадолго, переходит до середины сентября, но предвещает нам, раскрывает тот период, который будет продолжен нами на долгие 7 лет, и это начнется где-то уже в 2027 году. И, видимо, есть, как и подсказки в этом, это точно, мои дорогие, у вас солнышко выпадает, но есть и те вопросы, которые вот именно пересмотреть, передумать надо. Солнце, выбор правильного направления, мы с вами говорим, и у нас Юпитер, планета большого счастья, входит в знак зодиака Лев, опять же в конце июня месяца, открывая для нас возможности именно и направления, да, вот как новый смысл достижений именно наших точнее. И где-то карта Солнца, точнее значение именно в этом пасьянсе, последующие 6-8 месяцев для вас будут очень активными. Но с чем вы определитесь, возможно, теперь? Вот это направление у кого-то будет связано жизнью личной, у кого-то с работой, у вас выпадает кольцо. Кольцо – это какой-то прочный союз. У кого-то из вас новое знакомство, кстати, я такого не отрицаю, и может быть такое вполне вероятно, потому что у нас в знаке зодиака Лев на этот период, и еще и Венера присоединяется, как будто во Льве и Юпитер, и Венера. Вот будут такие дни, когда окажутся. И это не есть какой-то короткий период, а стало быть, вот то, что мы с вами рассматриваем, ну, где-то конец июня и июль месяц может быть связан с каким-то новым знакомством. Цыганка, да, изображена. Наверное, поэтому пасьянс цыганский называется. Вообще же прописано значение «лицо». То есть то лицо, тот человек, которого мы еще недостаточно хорошо знаем. У кого-то банально это чиновник может быть, или тот человек, с которым нужно провести ряд согласований. Может быть, какой-то, ну, как беседа, разговор важный состоится у вас. Будьте к этому готовы. Давайте посмотрим, что нам тут дальше расскажут. Радость, мои дорогие. Вот буквально радость идет на ваш порог. Венок. Это добрые известия, добрые энергии. Что еще нам расскажут и покажут карты. И в нашем пасьянсе мы можем складывать то, что находится в крайних рядах по горизонтали, по вертикали. Часы, добрые перемены. Вот, наверное, 2 мощных символа, которые очень близко, совсем рядом. Добрые перемены, буквально к Солнцу. Изобилие, процветание, возможности, конечно, сами по себе возможности. Но это еще как начало нового цикла. Знаете, как что-то такое добро-хорошее пытается войти в вашу жизнь. Может быть, это будет связано у кого-то с новостями, я так и не исключаю, а у кого-то именно с предложением по работе или какими-то, ну, как новыми жизненными сценариями. И это правда продлится как минимум 6-8 месяцев, а то и дольше, потому что, смотрите, какое-то, ну, как радостное событие или... Может быть, это как предложение, да, которое явно стоит рассмотреть, потому что за этим символом кроется еще один прочная связь. Как и прочный союз, так и прочная связь. Здорово. Так, смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу пока совпадений. Поэтому мы с вами продолжим. Вот совпадает череп, да, мы тоже можем с вами это сложить. И это не есть что-то материальное, это переживание. Может быть, ну, человеку свойственно сомневаться,
человеку свойственно предполагать. И поэтому вполне вероятно, думали вы бы одном, а вам тут придется что-то переиграть. Или вот как рассматривать этот вариант. Возможно себе сказать, а почему бы и нет. Вот давайте продолжим. Итак, что же скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы? Достанем такую карту. И вторая карта. В чем ваша сила? Что вам помогает? Что вас будет радовать? То есть ваши приоритеты. В чем они? Что будет продолжено, к чему все идет, возможно, до конца июля, вот именно по этой карте, это то, что мы не можем отменить. И по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь. Что ждет водолеев? Финансы тоже. Что же ждет в денежках? И ваши достижения. Работа, у кого-то учеба, юридические вопросы, ну или важные встречи. Итак, что же там скрывает ваше будущее? Что изменит ваши планы? Здорово. Помощь высших сил. Ведь это карта такого, знаете, вселенского, хочется сказать, баланса, когда вот какая-то нужная обстановка, или вы в нужном месте и опять же с какими-то нужными людьми в какой-то теме участвуете. Возможно, это карта где-то компромисса, когда вам придется договариваться. Еще это карта финансового успеха, поэтому тут и по финансам могут быть какие-то нюансы, которые для вас это к добру. Карта где-то говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Почему так напоминаю? Потому что по этой карте в долг мы точно не даем. Мы принимаем те энергии, как поток, которые идут в отношении нас, и мы должны это сохранять. Иначе мы, как знаете, растиражируем свою удачу. Вот будьте внимательны. Тайна, карта тайны выпадает. Я не исключаю, что какие-то вопросы для вас как на поверхность выйдут. На поверхности, ну, по какому-то, опять же, либо заданному вопросу, проблеме, теме, у вас, если неясность наступает, то, по крайней мере, вы можете что-то узнать, о чем вы раньше не предполагали. Не торопитесь, сохраняйте сами себя, сохраняйте деньги. Четверка Пентаклей – это карта стабильности, якоря. Это, знаете, когда мы больше скорее наблюдаем. Наблюдает человек, да? Для надежности так придавил сундучок своим весом и смотрит, что же вокруг происходит. Может быть, вот как раз это, знаете, как судьба меняет что-то у людей, которые, к примеру, принадлежат к вашему ближайшему кругу общения. И это каким-то образом влияет и на вас тоже. Вам придется, возможно, корректировать планы в зависимости от того, что вы услышите, увидите или что вам будет предложено. И опять же, карта говорит, не торопись, рыцарь Пентакли – это продуманный, самый медленный рыцарь. Это где-то детализация маршрута или детализация последующей работы, нашего в чем-то участия. Вот здесь нельзя с места в карьер. Здесь именно нужно каждый пункт рассмотреть в отдельности. И, может быть, одна тайна открылась, а потом еще какая-то другая. Может быть, это тот период, когда вы слышите новость. Вот первое услышанное может отличаться от того, что потом будет видоизменено, как будто, да? Или следом придет какая-то другая новость, которая может отличаться от первой. Вам могут быть, знаете, так предложены какие-то, или вы сами столкнетесь через контакты с людьми, когда вот буквально пытаются воздействовать именно на вас, чтобы вы с чем-то согласились. Карта говорит, ты тут не вступай ни в конфликт, не пытайся даже кому-то что-то доказать. Будьте более прагматичными и одновременно где-то и продуманными, но и это по части вас, потому что ваш знак – это знак интеллекта. Значит, рассматривайте вот этот самый альтернативный вариант. Вы ведь всего альтернативного короли и королевы, мои дорогие. И тут вот нам говорит карта, силы не равны. Не включайся по привычке, например, водолей, в какую-то задачу, в которую ты увязнешь, но ты там вряд ли что-то сможешь кардинально изменить. Эта карта предлагает отступить, опять же, шаг назад, рассмотреть вариант запасного аэродрома. Почему нет? Это как будто больше будет пользы, нежели мы сами вот именно так вот, как вгрызаемся в какую-то тему и так вот упорно трудимся или упорно там пытаемся что-то преодолеть. Вы чего-то действительно пока не видите. Архан Верховной Жрицы говорит о том, что то, что последует за тем, что, возможно, складывается на начало июля или конец июня, это еще не предопределено.
тут что-то будет меняться. От того, как ты будешь готов или готова вот к этой гибкости. Тут зависит твой конкретный какой-то маршрут. Но сейчас вам высшие силы помогают. Сохраняйте себя, берегите себя. Хочется сказать, дайте себе возможность отдохнуть. В чем ваша сила? Вот когда вы дадите себе возможность отдохнуть. Уставшие люди делают ошибки. Есть такая древняя китайская поговорка. Мудрее, наверное, не скажешь. А ведь и правда, вот скажите, как мы включились в какое-то дело, в какую-то тему. И вот мы тянем, вот как эта колода ведьмочек. Ведьмочка тянет охапку этих жезлов. Как будто себе говорит, надо, я должен, должна, вот, да. И идет, как бредет, не знамо куда. Тяжело уже. А если бы она осмотрелась, а так ли уж это нужно? По этой карте, конечно, нам говорят, если какая-то тема всплывает, как опять же на поверхность, или вам нужно что-то подписать, пересмотреть, переговорить, пересмотреть, может быть, самим, ну, для самих себя, то это нужно будет сделать. У вас хватит и физических сил, кстати, выдержать, и, опять же, напряжение буквально, так и эмоциональное напряжение. В этом ваша сила. Но нужно отдохнуть все-таки, как будто мы можем из-за усталости упустить что-то важное. Вот карта рутины. Ну, конечно, эти два аркана вместе больше говорят, что вот сил вытянуть какой-то проект, сделать, довести до ума какую-то работу, может быть, да, у вас, безусловно, хватит. Карта одна из лучших на заработки, на деньги, поэтому по деньгам. Вот у кого-то, может быть, правда, вот как есть проект, да, который вы должны довести вот до конечного маршрута, до конечной точки, тогда хватит сил у вас это совершить. Возможно, это вам судьба сейчас дает, знаете, как какую-то начальную прелюдию, что определенные темы или вопросы могут быть решены, но в другом эквиваленте. И нам, с одной стороны, нужно этот эквивалент или альтернативный вариант увидеть, а потом еще и это доделать до конца. Или как-то продолжить, не обязательно до конца. И это будет для вас буквально означать получение денег, когда вы в последующем деньгами останетесь довольны. Может быть, это касается для кого-то напрямую работы. Карта мага. Маг – великий практик. Магами не рождаются, магами становятся. У кого-то, может быть, если мы говорим, в чем ваша сила. Иногда по этой карте, ну, в некоторых колодах, это Меркурий, кстати, идет. И в некоторых колодах это прописано. Или знаки зодиака, близнецы и дева. Может быть, и есть такие персоны, которые рождены либо под солнечным знаком, либо асцендентом, с которыми вам предпочтительнее контактировать или легче будет договариваться, что-то решать. Потому что в этом ваша сила. Но, безусловно, эта карта буквально говорит, ну, конечно, не про магию, потому что мы говорили практик. Тут нужно что-то именно переделать, переиграть, пересмотреть, принять, что вот даже если я сейчас что-то кардинально не могу изменить, возможно, хочется что-то быстро завершить, но тут у всего свой срок. Примите это во внимание. Но это вам нужно быть вот в этих энергиях мага. Да, основной девиз мага. Я хочу, я могу, у меня получится. Даже если работа какая-то или задуманное требует рутину, повторения, изучения деталей, даже если буквально требует напряжения, как и физического, так и эмоционального. Главное самому себе сказать, чего же я хочу, и насколько глубоко вы готовы окунуться в это дело, ну и рассчитать, безусловно, свои силы. Маг рассчитывает только сам на себя. Может быть, вот как раз этот период, с учетом того, что выпало по семерке жезлов, говорят, вот ты тут, тебя могут дергать в разные стороны, Водолей, но вот тебе нужно сконцентрироваться сейчас на чем-то одном. А что же будет продолжено? К чему все идет до конца июля? Классно. Девятка кубков. Опять же, изобилие, процветание, возможности. По девятке кубков, да, тут есть такой момент. Я иногда называю эту карту картой эгоиста. А потому что у нас все есть. У нас сейчас все под контролем. Вот она, четверка пентаклей. Карта жадины, да, вот иногда называется. Возможно, и вам придется уделять определенное внимание финансам
И не тратить, мы об этом тоже с вами говорили, потому что вы пока чего-то не видите. Но я точно не могу сказать, что, ну, наверняка будет вот этот компромиссный вариант, вам придется в той или иной области, может быть, в денежной или рабочей, может быть, и через это взаимоотношения рассматривать. И где-то не только с позиции того, чего вы хотите, да, если мы говорим про наше эго, а с тех позиций, что я могу, каковы обстоятельства вокруг. Ведь, в принципе, маг понимает, он не оказывает влияния на людей, именно на то, что они думают, да. Он не может изменить ход их мыслей, он не может изменить какие-то обстоятельства, но он может сам изменить методы, и поэтому договориться ему легко. Изменить как собственный план, что-то переиграть, подойти как с другой позиции, с другого какого-то начала, и победа будет у него в кармане. Вот какие-то такие даже действия, методы от вас потребуются, потому что для кого-то до конца июля, может быть, знаете как, я должна для себя выстроить благополучие в совершенно новом эквиваленте. То есть вопросы финансов для вас не на последнем месте. И вопросы работы, откуда к вам приходят деньги. Это будет продолжено. Любовь, личная жизнь, десятка мечей. Вот называет Колет барон Рид эту карту изящное завершение. И это не есть завершение, это завершение периода. Опять же колода ведьмочек и ведьмочка, посмотрите, казалось бы, поражена 10 мечами, она жива. Вот-вот она дотянется до этой волшебной метлы, и начнется совершенно иной цикл. Вот как будто как эти 10 мечей, которые были какое-то время сковывали, сейчас они как растворятся. То есть одно какое-то касание, и какая-то история будет пересмотрена. Точно. Вы получить можете известие от какого-то человека, от ваших детей, у кого есть дети. Или может состояться это событие как новость. Я не исключаю средства массовой информации, а потом мы думаем, а что с этим делать. Вы здесь можете получить какое-то известие от конкретного человека, королева жезлов. Возможно, это человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец, а у нас Юпитер, мои дорогие, в знаке льва в конце июня. И где-то вам это помогает на ваши достижения, опять же, заработки. А рядом паш пентаклей. Хоть мы и смотрим на личную жизнь, да, иногда это вопросы, ну, как страстная любовь проходит, я этого не исключаю. Когда вы, мои дорогие девочки, можете быть привлекательны, как притягивать к себе внимание противоположного пола для тех, кто один или одна. Для вас, мужчина, это может быть женщина, которая очень интересно, с ней хочется познакомиться поближе. И я вот как новое знакомство точно не исключаю у кого-то человек, который моложе вас, или тот человек, который мыслит совершенно по-другому. Но для людей семейных здесь, скорее всего, будут какие-то вопросы, которые граничат информация и деньги. Вот этот вот баланс вам придется держать, так или иначе. Может быть, это будут совершенно новые планы или какое-то предложение, которое будет связано с возможным переездом, поездкой. И я тут больше вижу не случайно десятка мечей. Это какая-то знакомая история. Ретро-Плутон нам именно, Плутон в вашем знаке зодиака, и нам возвращает вот какой-то бывший сценарий, но в совершенно новых энергиях. Или, может быть, с новыми обстоятельствами, мои дорогие, и вам тут придется, ну, задуматься, это как минимум. Но семерка пентаклей не говорит, что мы делаем, опять же, что-то быстро. Иногда это карта рутины, когда нужно дождаться какого-то документа. Рыцарь кубков. В целом же хорошее настроение, мои дорогие. Предложения, подарки, взаимодействие с кем-то. Вот этого вам как будто не избежать, хочется сказать, потому что, наверное, сама судьба с учетом шестерки пентаклей пытается завершить какую-то болезненную ситуацию. Вот и пройдите по этой ситуации от того, как она складывается, от того, что вы себе позволите, понимаете? Будет зависеть ваше качество жизни, вот это солнышко. Финансы, что ждет Водолея? Пора сворачивать, я часто говорю по этой карте. Помним, что пажи – это вестники. По части финансов будет какое-то известие. Здесь может быть и предложение, здесь может быть как карта семьи.
по этой карте идет благополучие. Тоже где-то все доброе, которое вот как солнышко, да? Новый уровень, новое качество, мы говорим, жизни. Вопросы дома, семьи, места пребывания. Но первый паш мечей. И это значит, нам приходится что-то переиграть, пересмотреть. Опять же по финансам. Для большей нашей пользы. И, безусловно, деньги есть, деньги будут. Но не совсем на траты весь расклад, мои дорогие. Помним, что все-таки это мы сидим на сундучке и так придавили. Ну и где-то шестерка пентаклей. К вам могут приходить суммы, к вам могут приходить какие-то бонусы, поощрения. Или, может быть, это в виде подарков, или ну чего угодно. И вот вам нужно аккумулировать. Не тиражировать, а именно как больше удерживать финансовую энергию, потому что либо вы в последующем себе скажете спасибо, тут предвидеть на пару шагов вперед, и по финансам тоже, скорее всего, потому как вас ожидают совершенно новые сюжеты. Новые сюжеты, которые связаны с личной жизнью, с финансами тоже. Ваши достижения, что ждет? От того, как вы сумеете договориться, будет развиваться какая-то история. Не будьте непримиримыми. На ваши достижения у вас нет закрытых как дверей. Перед вами открыто множество контактов. И если мы, как лояльны к миру, или где-то мы не подзастреваем то, что мы для себя предопределили, а именно через контакты идет любовь, радость, возможности, мои дорогие. Может быть, очень важный человек в вашей жизни. Опять же, вспоминаем пасьянс. Есть какая-то персона, может быть, она касается и любви, личной жизни, или семейной жизни, да, важный человек. Но явно тут может быть и тот человек, который участвует либо в рабочих вопросах, ну и где-то в денежных. Все привести, я бы сказала, к балансу. Вот такая задача. И более того, ну, где-то, да, мы не торопимся, но мы все контролируем. Контролируйте, мои дорогие. Опять же, наверное, кульминационная карта по вашим действиям. Четверка пентаклей. А все остальное вам помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моему творчеству. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.